Там все так просто проверяют. Какой-то перешеек остался небольшой. Туда к вам навстречу идти. Вот у нас там самое это осталось. Потому что вчера... Александр Владимирович, гости же. Михаил Викторович, иди сюда, пожалуйста. Михаил Викторович. Так, парни, прежде чем копать, надо воду вычерпать. Взяли ведерки, маленькие ведерочки, воду повычерпывали. Дим, кольцо отплатители где? Да, все, отдай. В первые дни, наверное, учебы раздавали такие буклетики, и там можно было выбрать, куда вы хотите пойти: КВН, благотворительные какие-то организации, волонтерство, песни, танцы. И вот был поисковый отряд «Снежный десант». Я такого обрадовалась сразу, нашла группу, связалась с Айратом, вот пришла на собрание. Помню, маме сразу в первый день позвонила, говорю: мам, я вот весной поеду на вахту. Все, будешь по мне спасибо. Ты мне дневник напишешь? Пожалуйста, каждый вечер пишу. Нам мы знаем. Какой? Михайлова. Не привыкайте. На фоне тепловой заводи. Поисковый отряд «Снежный десант», он был организован в 2007 году на базе Казанского государственного университета, тогда еще ныне Казанского федерального университета. Организован был мной из, получается, своих сокурсников, друзей. Вместе начали выезжать в поисковые экспедиции. Да, но сегодня уже умно, если как. Здесь могут быть останки, здесь нельзя стоять. Понятно. Смотри, вот мина противотанковая, да? У него взрыватель есть, нажимного действия, а есть еще снизу взрыватель на неизвлекаемых установленных. Вот точно не неизвлекаемых. Я-то думал, они поднимались просто наступив на нее. Нет. Это делается так, что когда сапер начинает снимать, на неизвлекаемых подрывается к чертовой матери. Работа в этом году намного тяжелее, потому что если в прошлые две вахты у нас был свободный поиск и там какой-то такой незначительный подъем, то в этом году мы сидим полностью уже в раскопе с утра до вечера. Тут уже все, и руки болят, и ноги болят, и спина болит, то, что от лопаты поднимаешь постоянно тяжести. И вот каждый день задумывалась, думаю, почему приезжаю сюда, и все равно и охота, и тянет. Нет, знаешь что, Дашка, приезжай в гости. Хочешь в Тюрингию, Дашкина? Я тебе пиво напою. То, что поиск — это другой мир. Попал, и все, навсегда. Если уже здесь остался, то уже не уйдешь. Правда, атмосфера здесь другая, то есть здесь все просто. В данный момент мы делаем стол, чтобы поднять останки, чтобы это было все красиво и цивильно. Для того, чтобы археологическим образом поднять останки, необходимо сначала сделать стол. Стол — это как раз то, что мы делаем. То есть это траншея представляет собой, чаще всего квадрат, это же просто какая-нибудь там подковообразная траншея, которая нужна для того, чтобы потом внутри нее поднять останки. А как вы поняли, что вообще здесь останки? Есть. А мы нашли их сначала, зашипали. На данный момент в отряде 16 человек. Часть студентов, часть выпускников. Взяли? Давайте еще на тот угол одного и все. Какой? Правил на самом деле много. Они касаются в основном
быта, конечно, есть определенные правила по работе. Вот, то есть, если мы касаемся работы, то это кропотливое, бережное отношение к останкам. Подразумевается то, что мы не... если обнаружены останки, то есть по этому месту никто не ходит. То есть идет аккуратная зачистка, аккуратное изъятие и, соответственно, аккуратный перенос уже дальнейшему захоронению. Длина, ширина и высота. Как называется? Линейки. Да. Масштабные линейки. То есть так мы можем, во-первых, понять, да, какой конкретно боец, кого мы именно сейчас поднимаем, и его размеры тела, скажем так. Все-таки не пропустить никакую косточку стараешься, потому что это все-таки человек, это солдатик, мужичок наш, и мы все-таки за ними приезжаем. И, конечно же, найти медальон. Каждый хочет найти медальон, очень хочет вернуть солдата. Вот, я что и говорю, мы уже далеко забрались. Давай, Василий. Там, они просто вот так все вырывают, только не закапывают. И все промывают. Считайте, там просто от лесов осталось просто такое перемолотое. Ну, на самом деле так получилось. Интересно, что помогли местному фермеру вытащить его машину. Он, в свою очередь, заинтересовался, кто мы и откуда. Мы ему рассказали, что это поисковая экспедиция «Любань». Он отвел меня к ручью, в котором он обнаружил человеческую челюсть. Просто так, как может там челюсть оказаться, учитывая, что места боев ожесточенных. И отправили на следующий день разведку, которая и выявила, скажем так, массовое залегание останков, неупорядоченное залегание. Есть такое предположение, что они готовились к переправе на другой берег, то есть по этой балке спускались, и их просто накрыли минометом. Которые абсолютно целые, еще с тех времен лежат здесь и вполне готовы себе взрываться, стрелять, я не знаю, летать и убивать, все что угодно. Потому, это я утрирую. Вот. Вместе лежат. Поэтому перед тем, как идти в лес, если ты поисковик там или кто-то причастен к этому, ты должен ознакомиться с техникой безопасности. А вот Паш, как идеальный, как новый. 39-й. Вот хоть возьми вот сейчас и стреляй, они вообще новые. И в первую очередь ты должен знать, чего ты делать не должен. То есть ты идешь не просто туристическую походку, ты все-таки идешь в лес, где была война. Вот. Поэтому, если ты видишь боеприпас какой-то, это не значит, что ты должен его вертеть в руках, крутить, раскручивать, все что угодно. Да. Выбрасывай. Стекло не нужно нам. Вот. Поэтому каждый год, да вообще, каждый командир обязан провести инструктаж по технике безопасности перед тем, как отправлять кого-то в лес. Вот. Не надо сюда ходить. Иди отсюда, ради бога, а? А что там убирают? Вообще без головы. Как вчера, но вообще. Парни! Парни! Серега! Давайте все чай пить. Такая нехорошая штука вчерашняя. Точно такая же, стрелянная. Я только за. Девчонки, давайте чай пить. Мина там? Мина самая опасная, что здесь есть. Мина? Вчера нашли одну, сегодня одну.
Да. Будете? Надеюсь, не будет, то чего не знаю. Тогда дай мне. У меня закончилось. Ты сходи, пусть тебя снимет и потом. А что это? Это мина-минометный 50 мм калибр. Нашли, она без взрывателя была, абсолютно безопасная. Ее почистить и хороший экспонат в музей. Она немецкая? Нет, это наша советская мина. Здесь нет ни чинов, ни рангов, ни званий, ни возрастов. Здесь все братья, как говорится. И, ну, правда, ну, атмосфера. А сестры? Ну, братья и сестры, да. Все мы одна семья, поиск это такая одна большая-большая дружная семья. Ну вот Аня, с Аней у нас уже 3-я экспедиция, вот прям вместе бок о бок, как говорится. Буквально причем. Буквально, да. Мы и в одной палатке также живем, все, и уже и из одной ложки, из одной тарелки едим, одной ложкой, да, из одной ложки, и друг друга кормим там, потому что и пряник, если один остался пополам, и конфетку одну на двоих. И как-то еще так, ну, фразу слышал, то, что тот, кто ел с тобой из одного котелка, остается с тобой навсегда. Все. Пока не считать, да? Ну, пока. Подожди. Ну, основная работа, да. Ну, то, что именно на это время запланировано, да. Ну, так как останки идут и там, вон там повыше, и еще с боков идут, то на этот момент, на эту вахту закрывается. А в следующий раз туда еще, да, приедут? Или как? Заканчивается, да. И туда, и расширяться еще надо. Потом все разом бум-бум-бум-бум. То есть за экспедицию на данный момент был поднят 71 боец. Вот. Было обнаружено 2 медальона. Вот. Один из них, к сожалению, пока не полностью прочитался. Вот. По другому медальону полностью известна вся информация. Нашлись родственники прислали фотографию бойца, да, то есть они готовы к приему останков. Вы еды не стали. Принесли местные поисковики, что мы завтра захоронить смогли. Это наш костер, наш бивак, где мы греемся, общаемся. Вот костер, у нас готовится еда, вкуснейшая гречневая каша. Бивак, в котором мы все находимся, стол, за которым тоже сидим, если тепло, если позволяет погода. Да ладно! Это было так прикольно. Да. Я могу такие фотографии показать. Вот, я же только начала. Так у нас в отряде есть общее имущество, которое можем дать, скажем так, на время экспедиции, где, в принципе, живут члены отряда. То есть это, например, она общая палатка. Это тоже общая. У нас у Лёши своя, у Ильи своя. И сколько тут человек? В этой от 3 до 5, то есть в зависимости от количества приезжающих и уезжающих людей, жило от 3 до 5 человек. С легким паром. Спасибо. Спасибо большое. Появилась она у нас в 2014 году. Первая поездка у нее была в Беларусь. Она была без печки, и тем не менее, если поставить кипяток в палатку, то она уже прогревается. Ну, что касается Беларуси, потому что там тепло. Здесь такое не практикуется. Здесь у нас печка топится. Очень удобная баня.
есть там сколько? 2 на 2, наверное? Умещается от 1 до 3 человек. Молодой себя почувствовал. Ну хорошо. Сколько батальон? Мы сразу выкидываем. Это нормально, да? Хватит. Сейчас еще закинуть. Да, закинь. Не было никогда такого, чтобы мальчики жалели дров для девочек. Когда готовишь, успокаиваешься, как пассианс рассказываешь. Картошку. Там герои, а вот прям именно женщины, они все герои, потому что, ну, все-таки женщине все равно тяжело. И тащить таких мужиков здоровенных, раненых, убитых на себе, перевязывать там под обстрелом их. Все-таки это вот, наверное, что-то даже больше, чем подвиг, я бы сказала. За все спасибо, добрый друг, за то, что был ты вправду другом. Если есть возможность, то мы не спим. Он. Песни, гитара, когда еще? Вот. Теперь только осенью еще приедем. За тот медовый травок луг, за месяц тоненький над лугом, за тот медовый травок луг, за месяц тоненький над лугом. За то селенье над рекой, куда я шла, забыв про усталь, за чувства, ставшие строкой, за строки вызванные чувством, за чувства, ставшие строкой, за строки вызванные чувством. Мы пришли лишить вас главного, ценного и основного. Водки. Он меня? Нет. Ты не поверишь, генератора. Какой-то фронт работы сделан, тут необходимый минимум. Вот. Понятно, что в следующем году мы работу будем продолжать на этом же месте, то есть идти вверх по ручью. 10 мая у нас по традиции захоронение здесь близлежащий воинский мемориал, деревня Чудской Бор. Там укладывают останки в гробы. То есть у нас в гробах лежат не просто кости, а каждый в пакете, каждый боец в пакете лежит. И укладывается все это в гробы. Потом также приводим в порядок могилы. Где-то что-то подкрашиваем, где-то срезаем там траву, корни. Ну, приводим в божеский вид. Все готовим к захоронению. И 10 мая у нас уже захоронение. Ребята молодцы, не дрогнули. Какие бы погодные условия нам не мешали работать, мы свое дело делаем. И делаем его хорошо. Всем большое спасибо. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Когда идешь в шинель, пошли домой. Заряжай. Огонь!
Огонь! Огонь! Сколько раз убеждаюсь, тяжело. Тяжело, но никто пока не уезжал. И все равно, ну, все-таки это такие, наверное, трудности, которые можно пережить. Потому что если нам тяжело сейчас, да, в мирное время, а как им было еще тяжелее было. Они еще воевали. И долгие зимы, в 42-м зима какая страшная была. И воевали, и победили, и просто вот смотришь. На это мы поднимали девушку вот в воронке. Там, то есть, уже опознали то, что это девушка, и по черепу, и по тазу. И все молодые были, всем до 25 лет было. И вот они как окопы еще рыли в такой земле, в ужасной, под таким дождем, снегом, градом. И все это выстояли, а мы что? Мы не сможем разве их поднять? И как-то вот все-таки хочется приезжать еще. Подходим, прощаемся, бросаем землю, крестимся. Чью-то пенку там прям во время церемонии прицепила, ну сдуло. Ну, конечно, холодно, особенно когда пошли, то есть тучи черные, вообще же было. Ветер же не ледяной, просто уши аж резало. К полю стояли еще.